Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Для сегодняшней работы беру ткань основу и лоскутики разной расцветки. На ткани, которая будет служить основой, с двух противоположных углов откладываю меточки. С одной стороны по 8 сантиметров и с другой стороны 13 сантиметров. Отмеченные точки я соединяю, и у меня получаются две параллельные линии. Расстояние между линиями 14,5 сантиметров. У вас это могут быть свои значения, но меня в комментариях иногда спрашивают о моих размерах, поэтому я их озвучиваю. Основа разделилась на 3 части. На центральную часть между линиями я буду нашивать лоскутики. Это выпады из кроя, и по большей части они имеют треугольную форму и полосочки. Чередую однотонные лоскутики с цветными. Вот этот лоскут у меня из более плотной ткани, а цветной лоскут с кромкой. Я его накладываю внахлёст лицевой стороной наверх и пристрачиваю тоже с лицевой стороны. Так, вот я прострочила и лишнее срезаю. Здесь то же самое. Следующий лоскутик в клеточку, он треугольной формы, как и предыдущий. И чтобы наборная полоса шла ровнее, я смотрю, чтобы рядом лежащие треугольнички смотрели острыми углами в противоположные стороны. Ну, вот таким образом. А теперь я отворачиваю и пристрачиваю. Ну вот я пришила, лишнее отрезала. И теперь, чтобы полотно не было скучным, чтобы его как-то оживить, я добавлю для контраста вот такой лоскут. И здесь, вы видите, здесь такая лохматая кромочка. И меня это ничуть не смущает. Я ее наложу поверх предыдущего лоскутика. И строчку проложу тоже сверху. Лишнее я сразу срежу, чтобы под машинкой эта длинная полосочка не мешалась. Середину заполнили, и дальше будем нашивать ровные полоски. Я возьму вот эту темно-коричневую, она контрастная, и лучше всего сюда подойдет, она выделит центральную наборную часть. Ну и вот, а дальше я настрочила ровные полоски, не обязательно одинаковые по ширине, но я старалась чередовать темную полоску со светлой, чтобы они выделялись. И с обеих сторон от середины я нашивала полоски в одинаковой последовательности, и по цвету, и по ширине полосок. И вот такая заготовка у меня получилась. Ну а дальше собираем сэндвич. Снизу берем любую ткань. Наполнитель из тонкого синтепона. Он тонкий, но достаточно, чтобы чувствовался небольшой объем. И основная деталь. Верхняя деталь немного меньше нижних слоев. Закрепляем слои между собой. Делаем это не очень часто. Скалываем по краям и пару булавочек посередине. Полотно небольшое, этого будет достаточно. И дальше на стежку. И вот я сделала стежку. Стежка самая простая, прошлась по всем швам, по контуру всех лоскутиков. Вот так это выглядит с изнанки. Сейчас выровняю по краям, срежу лишнее.
Деталь осноровила, и дальше обрабатываем срезы. Сначала я бейки пришиваю по длинной стороне. Кстати, бейки скроены по долевой шириной 4,5 сантиметра. Для коротких сторон салфетки я выкраиваю бейку длиннее, делаю вот такую подгибку. И то же самое с другого конца. Пристрачиваем пришитую таким образом бейку, отворачиваем. Делаем подгибку и пристрачиваем. И у нас получаются вот такие чистые уголочки. Получился вот такой замечательный коврик. Хотя шила я салфетку для сушки посуды для дочери, но пусть она сама решает, куда его можно использовать. Размер готового изделия 40 на 32. На этом я видео заканчиваю. Кстати, хочу сказать, кому не нравится нынешняя работа Ютуба, вы можете перейти на мой канал в Дзене под таким же названием «Творческий сундучок». И еще, в Дзене очень удобно пользоваться каналом, потому что все свои работы я разбила по темам, достаточно открыть подборки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Также в комментариях вы можете разместить свои фотографии, поделиться своими работами. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.